Все, что нам рассказывали о человеческой жизни и смерти, лишь малая часть огромной духовной картины, скрытой от наших глаз за завесой привычной реальности. Древние мистические учения и современное духовное исследование единодушны в одном: жизнь души начинается задолго до ее земного воплощения. Но где же находится эта таинственная территория, в которой наши души пребывают до того, как прийти в этот мир? Еще древние египтяне и шумеры были убеждены в том, что душа пребывает в особом духовном пространстве, которое они называли залами Аменти и домом вечности. В этих местах, как утверждали они, души ожидали момента своего рождения на земле, получая наставления и напутствия от более мудрых существ, которых называли хранителями или учителями. Подобные свидетельства сохранились в древних ведических текстах, где говорится, что до рождения душа находится в промежуточном мире, называемом Антаралока, пространстве между небом и землей, где она принимает решение о своем будущем воплощении. Современные исследования феномена прошлых жизней, проведенные такими известными авторами, как Майкл Ньютон и Брайан Вайс, подтверждают эту древнюю мудрость. Тысячи людей, находясь под глубоким гипнозом, описывают практически одинаковые переживания того, как они находились в светлом, но трудно описываемом словами пространстве, наполненном покоем, любовью и абсолютным знанием. В этом загадочном месте души общаются между собой и с мудрыми существами, получая советы и инструкции относительно того, какой жизненный опыт им предстоит прожить на Земле. Самое удивительное в этих свидетельствах заключается в том, что все без исключения говорят о полной осознанности и свободе выбора, которыми обладают души до своего рождения. Они описывают это пространство как некое сияющее измерение, наполненное невообразимым светом, где каждая душа способна видеть все возможные варианты своей будущей жизни. В нем нет страха, боли или сомнений, напротив, есть глубокое понимание цели и миссии, с которой душа собирается прийти в мир людей. Тем не менее, возникает резонный вопрос: почему эта информация тщательно скрывается или подвергается сомнению в современном обществе? Дело в том, что осознание подобной истины могло бы полностью перевернуть устоявшуюся модель религии, общества и человеческого восприятия мира. Понимание того, что душа не просто случайно оказывается в этом мире, а приходит сюда с конкретной целью и заранее выбранными жизненными уроками, лишает многие институты контроля над сознанием человека, давая людям абсолютную духовную свободу и личную ответственность за свою жизнь. Однако, несмотря на попытки скрыть или дискредитировать подобные знания, огромное количество свидетельств подтверждает реальность существования пространства душ. Исследователи сознания уверенно заявляют, что этот мир намного реальнее, чем можно себе представить, и гораздо ближе к каждому из нас, чем мы думаем. Более того, в последнее время появляется все больше доказательств того, что люди способны временно попадать в это пространство во время клинической смерти, медитации или глубокого гипноза, возвращаясь обратно на Землю с удивительными и точными воспоминаниями. Сама природа этого загадочного мира не имеет физического воплощения в привычном понимании, это измерение чистого сознания, энергии и информации. Там души не ограничены физическим телом и временем, они способны воспринимать прошлое, настоящее и будущее одновременно, видя последствия всех своих возможных решений. В этом пространстве царит абсолютная гармония и понимание того, что жизнь на Земле — это лишь этап огромного духовного пути, наполненного множеством воплощений и непрерывным духовным ростом. Удивительным открытием последних десятилетий стало то, что душа сама выбирает не только обстоятельства своего рождения, но и конкретных людей, которые будут ее родителями, родственниками и близкими в земной жизни. Это решение никогда не бывает случайным, оно основано на глубоком понимании того, какие именно уроки и опыты необходимы душе для ее дальнейшего духовного роста. В этом процессе душе помогают опытные духовные наставники, чьей задачей является поддержка и направление душ в принятии важнейших решений о следующем воплощении. Почему же так важно знать о существовании этого мира? Потому что это знание полностью меняет взгляд человека на его жизнь, трудности и обстоятельства, с которыми он сталкивается на Земле.
Осознавая, что каждый вызов был выбран душой еще до рождения, человек перестает чувствовать себя жертвой обстоятельств и начинает воспринимать свою жизнь как осознанный духовный путь, наполненный глубоким смыслом и ценностью. Таким образом, тайна о том, где находятся души до рождения, не только раскрывает нам глубочайшую духовную правду о нашем существовании, но и предлагает уникальный шанс взглянуть на свою жизнь по-новому. Понимание того, что каждый человек приходит в этот мир осознанно и с заранее определенной целью, дает ему мощнейший инструмент для личной трансформации, осознания своего предназначения и, возможно, кардинального изменения своей судьбы. Один из самых поразительных духовных парадоксов заключается в том, что душа, приходящая в этот мир, делает это не случайно и не по принуждению. Напротив, она сама выбирает, когда и где родиться, в каком теле, с какими родителями и даже с какими испытаниями столкнуться в течение жизни. Эта информация может перевернуть представление человека о себе и своей реальности, потому что лишает его идеи жертвы и открывает перед ним нечто гораздо большее – осознанный выбор. По данным регрессионной терапии, практики погружения в воспоминания души, люди, побывавшие в состоянии между жизнями, описывают почти идентичный процесс выбора будущего воплощения. Душа как будто просматривает варианты, каждый из которых несет в себе разные уроки, сценарии и уровни сложности. Это не просто просмотр фильма, это глубокое ощущение, какое воплощение даст наибольшую пользу для ее роста, осознания, очищения и завершения старых кармических связей. Нам может быть сложно принять это, особенно если текущая жизнь наполнена болью, утратами и несправедливостью. Но именно такие опыты душа чаще всего выбирает, когда она готова к ускоренному росту. С точки зрения духовного плана, страдание – это не наказание, а инструмент, с помощью которого душа развивает силу, сострадание, смирение, прощение и любовь. Более того, души часто инкарнируются в группах с теми, кого уже знали в прошлых жизнях. Это объясняет, почему мы иногда чувствуем сильную связь или, наоборот, неприязнь к людям, которых только что встретили. В пространстве между жизнями душа заключает соглашения с другими душами, контракты, где каждая сторона соглашается сыграть определенную роль в жизни другой – родителя, ребенка, врага, учителя, спасителя. Эти соглашения могут казаться суровыми, особенно когда они включают предательство, утрату или насилие. Но в духовной реальности, где нет эго и разделения, душа понимает, даже самые болезненные роли – это проявление любви, потому что они служат нашей трансформации. Душа, согласившаяся быть врагом, в высшем смысле не враг, а добровольный катализатор роста. Согласно записям и опыту Майкла Ньютона, души выбирают не только сценарий, но и тело, в которое воплотятся. Им показывают разные варианты тел, национальностей, генетических линий, с их слабостями и потенциалами. И каждый выбор имеет цену, где-то будет больше внутренней свободы, но меньше поддержки, где-то благоприятные условия, но кармическая нагрузка. Душа выбирает то, что соответствует ее текущей духовной задаче. Иногда души просят воплотиться с ограничениями: инвалидность, бедность, тяжелое детство. Почему? Потому что они хотят освободиться от привязанности к внешнему, обрести внутреннюю силу, преодолеть иллюзии и вспомнить, кто они есть на самом деле. И именно такие жизни, которые снаружи кажутся самыми тяжелыми, нередко оказываются самыми трансформирующими и светоносными. Есть и души, которые выбирают родиться в комфортных условиях, чтобы сосредоточиться на творчестве, служении другим или исцелении старых травм. Они приходят с миссией не ради собственного роста, а чтобы передать знания, энергию, изменить систему изнутри. Такие души часто чувствуют, что не отсюда, им трудно адаптироваться, но внутри них свет и мудрость многих жизней. Процесс выбора судьбы сопровождается наставниками, более старшими душами, которые помогают оценить кармические долги, нереализованные уроки, внутренние потребности. Наставники не диктуют, они показывают: вот что ты еще не прошел. Вот где ты застрял. Вот куда ты можешь пойти, если осмелишься. И в этот момент душа делает свой выбор. Иногда душа знает, что путь будет очень трудным, но соглашается, потому что знает, у нее хватит сил.
Душа не приходит в тело без внутреннего согласия и уверенности, что сможет прожить и завершить этот опыт. Даже когда человек на земле забывает об этом, его душа все помнит. Но по мере взросления, под влиянием системы, страха, ограничений, человек теряет связь со своей душой, начинает верить в то, что он — случайность, результат внешних обстоятельств. Именно тогда начинается страдание, когда мы забываем, зачем пришли. Но душа никогда не уходит полностью. Она дает нам знаки, сны, интуицию, повторяющиеся события, чтобы напомнить: это твой путь, ты сам его выбрал, и ты можешь пройти его с достоинством. Если бы каждый человек знал, что его душа выбрала этот опыт сама, что все происходящее не случайно, а имеет смысл, исчезло бы огромное количество боли, вины, обвинений и страха. Появилось бы принятие, сила, осознанность, желание расти и понимать. Мы бы начали смотреть на жизнь не как на испытание, а как на осознанный выбор Великого Духа в поиске опыта. Поэтому правда о том, как душа выбирает свою судьбу, это не просто красивая идея. Это ключ к внутренней свободе. Это ответ на вечные вопросы: почему это со мной, за что мне это, и главное, зачем я здесь. Ты здесь, потому что сам выбрал этот путь. Твоя душа не ошибается. Она мудра, сильна и помнит то, что ты пока только начинаешь вспоминать. Именно в этом пространстве перед воплощением душа видит свою будущую жизнь целиком, как карту, разложенную на ладони. Она знает, что не сможет все проконтролировать, потому что свобода воли будет частью земного опыта. Но душа заранее чувствует: каждый поворот, каждый выбор, каждая встреча будет наполнена смыслом, даже если этот смысл не всегда будет очевиден в моменте. Перед рождением душа испытывает не только осознанность, но и особую нежность к тем, кто встретит ее в новом теле. Она видит своих будущих родителей не такими, какими они будут внешне, а как энергии, как роли в великой пьесе, в которой все участники пришли помочь друг другу вспомнить, кто они. Бывает, что душа выбирает родиться в семье, где будет боль, отвержение или даже насилие, не из мазохизма, а потому что именно в таких обстоятельствах может быть пробуждение, обострение чувств, развитие глубокой сострадательной силы. Бывает, что перед воплощением душа долго колеблется. Ведь она знает, что, войдя в тело, она на время забудет, кто она есть. Она лишится легкости, ясности, божественного знания. Ее сожмет материя, боль, одиночество, страх, борьба, все то, чего нет в пространстве света. Но одновременно с этим душа знает, именно в этом ценность. Именно в забвении рождается подлинный выбор, настоящая вера, подлинное чувство любви, не потому, что ты помнишь ее как вечность, а потому, что ты снова ее находишь. В этом и есть великая алхимия рождения, потеряться, чтобы потом найти себя снова. Душа не воплощается одна. С ней идут другие, те, кто будет играть роли, кто-то станет зеркалом, кто-то провокатором, кто-то наставником или душевной опорой. Иногда душа и ее будущие родители договариваются о важнейших точках жизни, о том, когда расстанутся, как изменят друг друга, чему научат. Все сценарии обговариваются на тонком уровне, и то, что кажется хаосом, на самом деле великий замысел. Но даже зная все это, душа все равно плачет. Да, она знает, что вернется. Она знает, что все временно. Но она все равно плачет, потому что чувствует, что впереди отделенность и что земля умеет быть очень жестокой. Это не страх. Это священная серьезность. Это боль от осознания, насколько легко забыть себя в плотном мире. Некоторые традиции говорят, что перед рождением душа целует лоб своего наставника, последний контакт с источником. Это символ памяти, в глубине души всегда будет эта точка, откуда началось путешествие. В иудаизме считается, что перед рождением ангел прикасается к губам ребенка, и он забывает все. В индуизме говорится о входе через врату матери, где душа прощается с тонким планом. Переход в физическое тело может быть разным по ощущениям. Некоторые описывают его как удар, другие — как медленное затягивание, словно сквозь теплую завесу, где ты все сильнее теряешь воспоминания. В момент родов душа ощущает сильнейшую трансформацию, плоть сжимает ее, боль становится новой реальностью, крик — первой вибрацией жизни.
И все же даже в этом моменте сохраняется глубинное знание. Душа чувствует, что это начало, не конец. Это новая глава, написанная добровольно, с любовью, даже если ее страницы будут полны боли и вызовов. Она приходит не случайно, она приходит, чтобы быть. Некоторые дети в первые месяцы жизни сохраняют связь с тем миром. Они смотрят в пустоту и улыбаются, будто кого-то узнают. Они плачут не из-за голода, а от тоски по свету, из которого пришли. И с каждым днем этот свет тускнеет, пока однажды не исчезает совсем. Но в самые трудные моменты жизни душа вспоминает. В любви, в утрате, в медитации, в глубоком одиночестве что-то шевелится внутри, словно зов. Словно внутри что-то говорит: ты пришел сюда не просто так. И тогда начинается процесс обратного пробуждения. Человек вдруг понимает, что все происходящее не наказание, а путь. Что боль не кара, а учитель. Что не он родился случайно, а сам выбрал каждый шаг. Когда ты знаешь, что душа сама пришла в этот мир, ты начинаешь жить иначе. Ты больше не спрашиваешь, почему я, ты спрашиваешь, что я должен понять. Ты смотришь на свое прошлое с уважением, на настоящее, с осознанностью, на будущее, с открытым сердцем. И ты понимаешь, каждое воплощение — это добровольный акт любви. Любви к росту. Любви к познанию. Любви к самому себе. Секрет последнего перехода в том, что ты никогда не один. Ты никогда не потерян. Ты просто на время забыл, кто ты. Но внутри тебя всегда есть свет, отпечаток того, кем ты был до рождения. И если ты тихо закроешь глаза и задашь себе вопрос: почему я здесь? Возможно, ты снова услышишь его. Тот голос, что был с тобой в момент перед рождением. Тот голос, что знал, ты справишься. Мы привыкли воспринимать жизнь как череду случайностей, в которых мы якобы выживаем, приспосабливаемся, ищем счастье. Но если посмотреть с высоты души, все меняется. Душа не просто выбирает свою судьбу и приходит в тело. Она делает это ради великого замысла. Этот замысел не абстрактная миссия, не пафосный долг перед человечеством. Это гораздо глубже. Это личная эволюция сознания. Душа рождается не для того, чтобы быть хорошей или правильной, а чтобы испытать себя через радость, боль, любовь, предательство, одиночество и единение. Каждое воплощение, как новая глава книги, где сюжет развивается, но герой остается один и тот же. В каждой главе он узнает что-то новое о себе, о слабости, о силе, о тьме внутри и свете, который побеждает. Душа не жертва, душа — автор этой книги, даже если на мгновение забывает, что держит в руках перо. Так зачем же рождаются души? Потому что только в плотной реальности, где есть время, боль и ограниченность, можно научиться тому, чего не постигнешь в мире света. Там, где все идеально, нет роста. Только на земле можно испытать истинную храбрость, доброту без условий, любовь вопреки. И здесь мы познаем, что значит быть человеком не телом, а существом, проходящим сквозь испытания, чтобы вспоминать, что оно — вечный свет. Душа рождается, чтобы учиться отличать настоящее от иллюзий, любовь от страха, истину от условностей. И каждый раз, проходя это, она становится ярче. Это и есть алхимия воплощения, превращение света в плоть, а затем обратно, через осознание. Ты не просто случайная искра жизни. Ты — древняя душа, которая уже много раз рождалась, умирала, теряла себя и находила заново. И с каждым разом ты поднимаешься выше. Именно для этого ты пришел. Ты — часть великой игры, часть огромного цикла пробуждения. Ты пришел, чтобы научиться любить, несмотря ни на что. Чтобы простить. Чтобы вспомнить, кто ты. А потом поделиться этим светом с другими. Потому что душа никогда не растет в изоляции. Она развивается через контакт, боль, зеркало и отражение. Все, что ты видишь, это части твоего же роста. Даже враги — это учителя в масках. Ты мог выбрать спокойную жизнь, но ты пришел в мир, полный контрастов. Это говорит только об одном: ты сильнее, чем думаешь. Душа не выбирает легкого пути. Она выбирает путь, который пробуждает.
И когда тебе кажется, что все рушится, знай, возможно, это именно тот момент, ради которого ты и пришел. Чтобы выбрать не страх, а силу. Не отчаяние, а мудрость. Не разрушение, а свет. Потому что ты не просто человек. Ты — воплощенная душа. Пламя, вошедшее в форму. Частица вечности, играющая роль смертного. И когда-нибудь, вернувшись домой, ты посмотришь на все это и скажешь: «Я помню. Я прошел. Я стал сильнее». И твой свет станет ярче.